Всем привет! С вами Герим Жумадилова. Для вас сегодня хочу показать самомассаж по теме лимфодренаж. Лимфодренажный массаж — моя любимая методика. Снимает отечность, совмещать можно с любыми техниками массажа по лицу и по телу. По телу идеально будет сочетаться. Можно дома делать, потратив 10 минут, максимум 15. Для того, чтобы запустить лимфу, нам нужно подключить грудобрюшную диафрагму. Мы здесь массировать не будем, есть другой легкий способ. Начнем. Будем работать с дыханием. Прерывистое дыхание, как будто вы заплакали. Сейчас я на примере покажу. То есть, когда мы набираем воздух, отрывистый такой, у нас диафрагма работает как поршень. Она опускается вниз, и мы полной грудью выдыхаем. Не просто, тоже отрывистый. Так. И где-то вот так вот 5-6 подходов. Этого достаточно. Следующее движение — это у нас пробуждение лимфатического канала, а точнее грудного протока, который находится с левой стороны. Мы будем простукивать, заодно дышать. И вот так вот 3 подхода. Полностью над ключицей, можно в зоне декольте. Плавно мы будем переходить к верхней конечности, то есть к рукам. Если лимфа застойна, если вы отекаете, вот эта техника отлично поможет снять отечность с лица, с нижней трети лица. Даже можно уменьшить подбородок. Я дополнительно покажу. Что я делаю? Я сначала прокручиваю плечевой сустав. Для чего я делаю? Для того, чтобы разблокировать сустав. А это главный секрет при запуске лимфы. Я недавно записывала онлайн-курс по лимфодренажному массажу тела. Я там, конечно, на модели полностью, как делается профессиональный массаж, показала. Но главный секрет для вас дома себе делать — это разблокировка суставов. Где-то назад круговыми движениями 5 подходов. И обратно тоже где-то 4-5 подходов. То же самое делаем с левой стороны. И вообще можно синхронно. 1, 2, 3, 4. Можно совмещать с дыханием. Заодно будет работать и диафрагма, грудобрюшная диафрагма подключится, и разблокировка суставов. Тоже простукивающие движения. У нас будет, я запланировала самомассаж лимфодренажный на лицо показывать. Но вы же любите, я во всех своих курсах люблю работать сначала, подготавливать прилегающие зоны. Так, следующая техника тоже без масла. Можно немножко протонизируюсь. Следующая техника — это у нас просто как правильно назвать? Зажим, да? Скрабик. Мы ставим на заднюю поверхность шеи и тянем на себя. Просто типа как проглаживаем. Делаем где-то 2-3 подхода. Трапецию расслабили и заходим потихонечку на зону шеи. Буду работать без масла. Так, прилагаем. Лимфа, она очень мягкая методика. Лимфа реагирует сразу, даже на прикосновение. Можно приложить руки и помпажными движениями. 1, 2, 3. 1, 2, 3. А еще лучше, когда вы в тишине, перед зеркалом у себя делаете, можно просто приложить на ключицу, да, вот фаланги пальцев, вот так вот.
подышать и послушать. Я прям чувствую, когда наблюдаю за собой, как лимфа протекает. Просто приложив руки. Это тоже техника такая. Лимфодренажная. Лимфодренирующая. Вот несколько раз сделали, можно 2 руками повторить. И под челюстью захожу. Здесь у нас ротовое дно, то есть диафрагма ротового дна, можно сказать. Да? Здесь тоже у нас проходят лимфатические каналы, вот так вот, под челюстью. Когда мы видим второй подбородок, даже если вы не склонны к набору веса, но тем не менее вы замечаете, что здесь просто жидкость накапливается. Это лимфа застойная. Когда мы по телу работаем, я про это прям полностью все пути выхода лимфы рассказала, показала. Ну, на себе вот так делаем. То же самое. От центра ведем, можно прощипывающими движениями вести от центра к периферии. Вторая техника. Ставим большой палец, приоткрываем рот и идем. Признак того, что лимфа двигается, это слюноотделение. Ну, вот так можно заметить. Ага. И вниз сливаем. По лицу как работаем? Хотите, покажу на креме. Потому что, просто наглядно, хорошо видно. А так по утрам, когда мы спешим на работу, я просто без масла провожу от центра к периферии. Вот ее фишка. Сначала на одной стороне, потом на другой стороне. Все, это без масла. Теперь на масле. Ведем. Раз. На креме, то есть. 2. И 3. К виску подошли. Темпоралис, точка. То есть это, так скажем, лимфатические станции. Вот от носогубки ведем к виску. То есть все ведем от центра к периферии. Можно по челюсти повторить. 1, 2, 3. Лимфодренаж – это мягкая форма массажа, поэтому даже после инъекционных процедур, постоперации, до операции, после операции, если подтяжку делать, можно и нужно делать. Врачи многие рекомендуют. Так, сделали. Просто помпажными движениями. Давление, знаете, как 2-копеечной монетки. Да. Надавливаем, опускаем, надавливаем, опускаем. То же самое на лбу. 1, 2, 3, 4, 5. 1, вниз. 1, вниз сливаю. 1, вниз сливаю. Угу. Можно вокруг глаз с круговыми движениями. 1, 2. Кстати, в зоне вокруг глаз, когда вы на массаже тела, вниз головой лежите, часто текает зона глаз. Вот у меня в Telegram многие мои подписчики спрашивали, когда я начала говорить, что, ребята, вот я запустила курс по телу, почему после массажа тела отекает лицо? Так вот, если заблокированы лимфатические каналы возле грудного протока, это зона под ключицей, то лицо отекает. То есть часто клиенты вниз головой лежат. Поэтому откройте вот это, секрет, я уже показала. Разблокируйте сустав плечевой, это ближе к лицу. И все, сделайте пару техник лимфодренажных, если вы знаете методику. Если нет, то я вас обучу. В принципе, что я показываю. Вниз сливаю. Вот. То же самое я делаю. У меня много масла тут. Потихоньку перевожу сюда, на другую сторону.
Лимфодренажная методика классная тем, что она влияет на нервную систему, в первую очередь, на кровеносную систему и на пищеварение. То есть это все взаимосвязано в нашем организме. Про выводы лимфы, выводные пути лимфы у женщин, у мужчин я на своем курсе прям отдельно выложила, такой отдельный блог рассказала. Но это, наверное, интересно будет для мастеров, кто работает с клиентами, для профессионалов. Угу. Смотрите, я уже синхронно начала. Зона вокруг глаз круговыми движениями по орбитальной кости проводим. И от центра к периферии вот так вот и ведем вниз. Еще я обожаю методику лимфодренажа. Даже после лимфодренажного массажа, если вы замечаете, что вот здесь, вот где жевательная мышца очень болезненная, это такая зона, эмоционально зависимая зона, да, здесь жевательная мышца, когда очень сильно напряжена, то носогубка усугубляется, и жевательная мышца напрягается. Так, у меня на лице, я себя не вижу, ребята, извините. Вот так вот эти мышцы, когда заблокированы, они напряжены, делая лимфодренаж, вы можете дополнительно сверху сделать любой другой массаж. То есть из миофасциалки возьмите, из японской техники возьмите, протирайте вот эту зону. Идите на носогубку, прям в зоне носогубных складок, там, где носовая мышца крепится, прям протрите, промассируйте, да, расслабьте. И все, уводите лимфу, так вот, и вниз сливайте. То есть, видите, я вам показала, как можно с другими техниками сочетать. То есть это как соло, то есть как монотехника, можно ее отдельно выполнить. Особенно после ботокса, после инъекций, да, хорошо снимает отечность. Будет вообще круто, если со скальпом еще дополнительно поработать. Так, вот эту технику я увожу дальше назад, от задней поверхности шеи, вот так вот сливаю ключица. И можно вот так вот на зоне грудины тоже поработать. Вот, в принципе, я завершила. На лимфодренаж много времени не уходит. Еще хочу дополнительно добавить, лимфодренажный массаж лица отлично подходит абсолютно всем типам старения. И еще совмещайте с лимфатическим массажем тела. Все-таки лимфа течет снизу. И правильно делать лимфодренажный массаж, начиная с нижних конечностей. Это я на своем онлайн-курсе по лимфодренажному массажу тела показываю, рассказываю. Практический блок есть, дополнительно с теорией, прям большой блок. По всем вопросам, то есть дополнительно про свой курс я оставлю у себя в телеграм-канале. Подписывайтесь, задавайте вопросы. Спасибо вам за внимание. До скорой встречи!